Друзья, прошло 5 лет с начала протестов 2020 года. Настало время задуматься, к чему мы пришли, достигли ли мы того, к чему стремились все это время. Где сейчас все те, кто не побоялся выйти на улицы, принять участие в забастовках, уволиться с государственной службы, поучаствовать в рельсовой войне, других акциях в поддержку воюющей с агрессором Украины. Большинство из тех сотен тысяч белорусов подверглись репрессиям. Кто-то оказался в тюрьме, кто-то в изгнании за границей, кто-то осужден заочно. Напомню нашим зрителям, что целью общественно-политического движения «Закон и правопорядок» является изобличение виновных независимо от их политических взглядов и приближенности к лидерам. Подчеркиваю, человек, совершивший преступление, не может быть освобожден от ответственности, если он принадлежит к господствующей элите или исповедует определенные политические взгляды. Именно поэтому мы и решили разобраться в ситуации с простым белорусом Андреем Смоляком, некогда владельцем перспективного и прибыльного бизнеса компании ОДО «Легион-104». Данную тему мы решили осветить еще и потому, что наши так называемые независимые СМИ эту тему умышленно замалчивают. Андрей дал интервью «Медиазоне» спустя год после происшествия. Однако основные моменты, характеризующие события и его последствия, были умышленно вырезаны редакторами, хотя именно на них автор и настаивал. В нашем видео вы увидите интервью самого Андрея без цензуры, а также услышите часть его беседы со Светланой Тихановской. Ну что, начинаем! 24 февраля 2024 года, в годовщину начала войны в Украине, на экранах телевизоров Беларуси появилось обращение Тихановской к белорусам. Сообщалось, что трансляция проводилась на около 2000 экранов и акцию провела инициатива «Белпол». Эта акция преподносилась как огромный успех. Таким его преподносили белорусам и всему миру команда Светланы Тихановской и белорусские независимые СМИ. Как оказалось, не все тут так однозначно. Данная акция являлась одной из операций плана «Перемога». Планировался выпуск обращения Тихановской по всем телевизионным каналам с объявлением о запуске плана и призывом к гражданам исполнить полученные мобилизационные предписания. Данная операция была разработана совместно с нашими партнерами и представителем офиса Тихановской, назначенным ответственным за исполнение части плана со стороны офиса, о чем у нас имеется соответствующий документ. Естественно, операция была сорвана, ее повторе уже не может быть и речи. 26 февраля Байпол обратился к Светлане Тихановской и в объединенный переходный кабинет с просьбой установить виновных в этой бессмысленной акции, направленной только на личный пиар ее исполнителей, и принять к ним меры воздействия. На наше обращение Тихановская, как это у нее принято, не ответила. Как оказывается, демократии у режима в Беларуси куда больше, чем в офисе Тихановской. На мои обращения они хотя бы иногда отвечают, хотя это простые отписки. 29 февраля «Зеркало» взяло интервью у руководителя компании «Легион-104» Андрея Смоляка, которая поставляла программное обеспечение для тех самых экранов, с которых демонстрировалось выступление Тихановской по поводу проведенной акции. Смоляк пояснил, что к данной акции отношения не имеет. Был осуществлен взлом внутренней компьютерной сети его организации, и после акции сотрудники компании были задержаны. Также взломанная пострадавшая компания не относилась к режимным организациям, а являлась частным белорусским бизнесом, про поддержку которого так любит говорить Тихановская. Добрый день, уважаемые предприниматели Беларуси. Я знаю, что вы устали от растущего количества проблем. И понимаю, что делать бизнес в Беларуси всегда было вызовом. Это ответственность за людей, ответственность за свои решения и жизнь с осознанием, что в любой момент у тебя могут отобрать то, что ты построил. Потому что так устроена страна, в которой ты живешь. Я знаю, что сейчас у вас чувство, будто вы остались один на один с новыми бедами, а многие из вас еще и в новой стране.
Поэтому я, насколько смогу, хочу помочь вам. Я знаю цену и вашего молчания, и вашего слова. Потому что отстраивать Беларусь помогут не санкции, а работающие компании. Не посадки бизнесменов, а свободный рынок. Мотивация не страхом, а уважение к инициативам людей. Я знаю, как много вы делали все это время и скольким людям помогли. И я хочу сказать вам за это огромное спасибо. Спасибо от лица всех белорусов за то, сколько вы вложили и продолжаете вкладывать в изменения. Представитель Белпол Владимир Жигарь прокомментировал «Зеркалу» данное событие, заявив: акция 24 февраля прошла успешно, несмотря на задержание непричастных людей. Самое главное, что каждый гражданин Беларуси увидел наши национальные символы и Светлану Тихановскую. Это воодушевило людей. Даже спустя 3,5 года после выборов борьба за свободу Беларуси продолжается. Мы разыскали Андрея Смоляка. Вот что он рассказал. Меня зовут Андрей, фамилия Смоляк. Я родился в Лиде, Гродненской области. Из 2000 года мы с семьей живем в Минске. Компания «Легион 104» — это моя компания, я ее организовал примерно в 2008 году. Мы продуктовая IT-компания. Продуктовая не значит, что мы какие-то продукты, апельсины, там, помидоры продаем барыжам или еще что-то. Нет, мы разрабатываем собственный IT-продукт. То есть буквально мы хардкодим, где-то используем библиотеки, мы создаем IT-продукт, который можно использовать, в том числе для того, чтобы управлять медиаконтентом на удаленных экранах. Удаленные экраны — это когда ты находишься в одном месте географически, а экран может находиться абсолютно в другой точке земного шара. Интернет, слава богу, дает такую возможность управлять контентом на удаленных экранах. Вот об этом наш софт, об этом наш продукт. Вот. И наши клиенты, наши заказчики, они имеют парк своих мониторов, на которых у них стоит задача по управлению этим контентом. То есть кто-то управляет рекламным контентом, кто-то размещает меню-борды в ресторанах, кто-то публикует какие-то новости, кто-то размещает табло прилетов-улетов в аэропорту. Вы все это можете видеть. Саша, ты тоже это везде видел, просто это само собой разумеется, и везде мелькает. Вот это то, о чем наш софт. И когда-то мы плотно начали развивать этот софт в 2015 году. То есть наш проект стартанул в 2015 году. Сегодня 25-й год уже. Значит, на момент 24 года, когда случилась вот эта вся история с нами, да, то есть, софт развивался уже 9 лет, слава богу. 9 лет жизни, да, я положил на то, чтобы развивать этот софт. Компания «Легион 104» — это частная компания, моя компания, я ее открыл. Эту компанию, я в ней являлся генеральным директором, и доли государства в этой компании не было и не предполагалось никогда. Клиенты покупали наш софт, лицензию, либо по подписке использовали софт. Вот это модель нашего бизнеса. То есть мы продавали программное обеспечение. Программное обеспечение устанавливается на экраны, и после этого экраны имеют возможность взаимодействовать с центральным сервером. Вот, как обычно, там доступ в личный кабинет, веб-админка, мобильное приложение. И с помощью всего этого ты можешь управлять софтом на экранах. Управляют наши клиенты, мы даем тебе доступ. Точно это как любая другая программа, которой ты пользуешься. Да? То есть мы даем инструмент, с помощью которого ты имеешь возможность управлять как экранами, так и тем, что на них, на этих экранах. То есть мы даем доступ в личный кабинет, у тебя есть пароль, имя пользователя, ты входишь туда. И можешь размещать контент на любых экранах. Естественно, это все защищено. Как оказалось, недостаточно защищено. Мы до сих пор не знаем, как нас взломали. Есть предположения. Мы анализировали, все смотрели. Историю посещения наших серверов. Мы видели следы, конечно же, там. Мне приходилось и на велосипеде ездить, и пешком ходить. Мне пришлось наложить очень много денег в разработку. У нас было в том числе производство, вот эти экраны, на которых медиаконтент транслируется, да, на которые устанавливается программное обеспечение. Мы в том числе и производили. Сборочное производство у нас было в городе Лида. Оно небольшое было производство и закрывало потребности наших клиентов в Беларуси. Вот. Для клиентов сильно проще покупать не просто софт, не просто программное обеспечение, а покупать комплекс. То есть когда можно купить монитор,
на котором уже установлено программное обеспечение. Этот монитор достаточно включить в розетку для того, чтобы он заработал. Вот это такая бизнес-модель у нас тоже была. То есть, И чтобы организовать это производство, конечно, надо было съездить в Китай, познакомиться с поставщиками, значит, это производство сертифицировать, открыть, сделать ремонт. Это все оказалось достаточно затратно. То есть мне пришлось продать и дорогой автомобиль, там, и все средства, которые я зарабатывал, все реинвестировались в разработку этого программного продукта. Обстоятельства сложились так, что в итоге у нас все получилось. Мы имели достаточно крупные заказы, и бурный рост мы ощутили примерно начиная с 2021 года. С 2021 года у нас появился профессиональный отдел продаж, который давал рост выручки каждый год x2, примерно x2. И в 2024 году мы предполагали оборот 1,5 миллиона евро, общий оборот. Потому что в 2023 этот оборот был почти миллион. Это обоснованные вот такие прогнозы на основании того изученного рынка, который мы изучили, пула клиентов, с которыми мы собирались работать. И ничего, как говорится, не предвещало беды, пока не случилось 24 февраля 2024 года. В 2020 году, если отвечать на вопрос, где и что, да, я был там. Я ходил туда, и впоследствии исследователю я об этом рассказывал, и донатил, и успел рассчитаться за донаты. Значит, в начале прошлого года, 2024 года, меня вызывали, все как положено, то есть, значит, обложили штрафами, все в порядке, я заплатил, рассчитался, как говорится. Вот, все это было. После 2020 года на улице уволенными оказалось очень много людей. Очень много людей на рынке труда было, значит, в том числе из Тутбай, и из государственных организаций. И у нас в компании работали такие люди, которых уволили по причине того, что они каким-то образом были причастны к протестам. Я не могу называть эти фамилии, потому что, сам понимаешь, да, я должен думать о них и о их судьбе. Поэтому, ну, таких людей у нас было много в компании. Эти люди были уволены из своих компаний, в которых они работали, либо государственных компаний. То есть государственные компании увольняли таких людей. То есть не продляли контракты, под разным предлогом они были уволены, оказались на улице. Или были такие компании, частные компании, которые перестали существовать в Беларуси. Ты знаешь какие-то компании. Ты знаешь какие-то компании. Вот. И эти люди, мы их с удовольствием принимали к себе в штат, они работали у нас. Вот. И я не боялся этого делать. И, как оказалось, не прогадал. Это, как правило, очень талантливые и способные люди. Те, кто способен выйти, сказать «нет», поддержать, высказаться. Именно таких людей бизнесы ищут. На таких людях можно построить. Бизнес можно построить. Наших ребят, некоторых ребят вызывали за донаты, облагали штрафами. Вот, и мы помогали. Но в виде материальной помощи, то есть выделялась материальная помощь, естественно, там же не пишется основание о том, что для того, чтобы оплатить штраф за донаты, так не пишется. Это была просто материальная помощь. Есть возможность в любой компании раз в год оказать материальную помощь сотруднику в рамках дозволенного. Мы этот инструмент использовали, чтобы помочь. В 2020 году я ходил на выборы, и я голосовал за Тихановскую. Я инженер по образованию, и системный образ мышления мне позволяет сделать свои выводы. Я понимаю, что человек у власти, который находится 25 лет, не может быть адекватным и не может принимать какие-то правильные решения. У него слишком много власти оказывается в одних руках, что может привести к беде в любой стране. Страна оказывается в большой опасности, если один человек у руля больше определенного срока. Не зря срок перевыборов президента в пределах 4-5 лет. Ну, что касается моей позиции, я за демократический строй. Настоящий демократический, там, где есть честные, настоящие выборы, а не фальсификация, которую мы видели на последних, в том числе, выборах.
Люди не должны бояться жить в своей стране, не должны бояться что-то говорить, звонить. Они должны высказываться свободно, не опасаясь за то, что кому-то это может не понравиться, и кто-то может прийти и предъявить. Планы у компании на 2004 год были оборот 1,5 миллиона евро. Это были прогнозируемые планы продаж. Рынок в Беларуси позволял это сделать. Наш продукт также позволял это реализовать. Но случилось непредвиденное, форс-мажор. 24 февраля, как раз когда я находился по дороге из Минска в Варшаву, 24 февраля, буквально на нейтральной территории, так совпало. На нейтральной территории мне начали звонить мои сотрудники и в ужасе сообщать, что на всех экранах значит, выходит контент, на котором Светлана Тихановская в своей речи поддерживала белорусов. Там был, по-моему, речь о том, что это годовщина была, годовщина начала войны в Украине. Вот, и плюс накануне были выборы, в прошлом году были выборы в какое-то собрание там, да, очередное белорусское. Вот, и накануне вот этих выборов вот вышла эта вся, вот это видео вышло с обращением к белорусам от Светланы Тихановской. И для этого им понадобилось взломать наш софт. Взломать или же кто-то слил пароли Белполу. Белпол же взял ответственность на себя потом. Белпол выступил публично и взял ответственность за то, что они взломали наш канал. Взломали доступы и пароли, воспользовались нашим софтом для того, чтобы опубликовать обращение Светланы Тихановской более чем на 2000 экранах в Беларуси. Мы ничего об этом не знали. С нами никто предварительно не связывался и не консультировался. Мы все были в один момент подставлены под удар. Это был шок. Все планы, вся работа, проведенная за 9 лет, предшествующие 9 лет, была похоронена в одно мгновение. Я сразу отчетливо понял, что это все, это конец. В тот же день начались обыски у наших сотрудников. Приходили даже к моему отцу, к тестю приходили. С тестем обошлись достаточно грубо, ему заломали руки, человеку 75 лет. 5 здоровенных лбов в форме ОМОНа просто вломились в квартиру, заломали руки пожилому человеку, забрали с собой. Он понятия не имел, что происходит. Представляешь, какой стресс у человека был. И мы до сих пор разгребаемся с его здоровьем после этого, что-то случилось. Ему стало сильно хуже со здоровьем. И это связанная вещь. Первая моя реакция была такой, что я попросил сотрудников поехать в советский, кажется, РОВД и написать заявление о взломе. Ну, они приняли, конечно же, заявление, все в порядке. Вот. А после чего поехали к нам в офис и там все изъяли. Ну, это, наверное, расследование, да, такие вот механизмы и правила. Но бог с ним, наверное, надо это все было изымать. Видимо, так работает система. Я связался со своим адвокатом на следующий день и услышал от нее, что можно сказать, что я родился второй раз.
Потому что если бы я на момент вот этого вот происшествия был в Беларуси, то, скорее всего, что сейчас бы с тобой не разговаривал. Дело в том, что квартира моей жены, где я живу, где я жил, она тоже попала под обыск, процедуру обыска, да, или как это сказать. Вот, причем, когда туда приехали сотрудники, у нас есть консьерж, внизу консьерж, да, они сказали, ну, мы через нее передали им сообщение, попросили подождать буквально день, не взламывать квартиру, не взламывать, потому что мы представляем, ну, как это происходит. Может быть, эти двери придется вынести, там, срежут с петель, как квартира будет стоять открытой, что с ней будет. Мы предложили передать ключи из Польши с водителем, там, с попутчиком, с попуткой какой-то. На следующий день это возможно, то есть автобусы же ходят регулярно, мы могли передать ключи. На что был ответ такой: ждать не будем, он родину предал, идем скрывать и обыскивать прямо сейчас. То есть меня записали в предатели родины, прямо вот так вот сразу, без суда и следствия. То есть мне все равно, что вот эта власть думает, предатель я для нее или нет, но еще одно подтверждение тому, что демократические силы должны управлять страной, для того, чтобы не было вот таких вот скоротечных выводов о том, что я предатель, вот так вот сходу. И «Желтые сливы» в тот же день опубликовали какую-то галиматью полную о том, что я бросил своих сотрудников, уехал в Польшу, удрал в Польшу, при этом сняв со счета там крупные суммы денег, продемонстрировали при этом фотографию, якобы в тот момент, сделанную в тот момент, когда я снимаю эти деньги. Хотя эта фотография была сделана с камеры на пункте пропуска, когда у меня проверяли паспорт. То есть вот это все подложили и объявили меня предателем Родины, объявили, вот, что это я продался, значит, хозяевам с Запада, получил крупную сумму денег и удрал. И, значит, как будто бы все сходилось неплохо, да, то есть вот вскрыли наш медиаканал, и по какому-то странному стечению обстоятельств я оказался в этот момент в Польше, да, то есть на границе. А все было просто, ну, на самом деле все произошло абсолютно случайно. 25 февраля у меня был день рождения, юбилей, 50 лет, который я собирался встретить счастливым, обеспеченным человеком, состоявшимся бизнесменом, у которого все получилось, а в итоге мы оказались семьей в положении, что непонятно, где брать средства для того, чтобы оплатить следующий месяц аренды за квартиру, за что вообще жить и как из этой ситуации выпутываться. Но я хочу сказать огромное спасибо нашим друзьям, нашим родителям, которые, не задавая лишних вопросов, просто одолжили нам какие-то средства на первое время, что позволило нам сориентироваться, отойти от шока. То есть, еще раз представь, у тебя было все хорошо, ты собираешься строить дом, у тебя есть для этого средства, присматриваешь участок, не планируешь абсолютно никаких потрясений, и в один момент все рушится, все пропадает. Практически все сотрудники были задержаны на 15 суток, и, слава богу, всех отпустили. Задержано было, слушай, я сейчас тоже, ну, как бы точную цифру боюсь назвать точно, да, ну, 10 человек, наверное, прошли через это. Не все, 10 человек, наверное, прошли, не меньше, никак не меньше. То есть людей вот задерживали на 15 суток для того, чтобы провести вот мероприятия, да, вот эти вот следственные мероприятия, там допросы какие-то. Но содержание в камерах это было что-то, конечно. Вот они потом выходили, рассказывали, как это было, это ужасно. Один из наших сотрудников, я не буду говорить кто, он поймет, если будет смотреть вот это интервью. Он вышел после 15 суток без голоса. Представляешь,
Он не мог говорить еще потом 2 недели, потому что в камере, в тесной камере была куча народу, и вот эта влажность, и холодно же было, это же зима. Вот, и он просто потерял кусок здоровья. Там у него воспаление, не воспаление было, но он очень плохой вышел оттуда. Но вместе с тем он меня поразил, значит, такой фразой он сказал, примерно следующее, сказал, что в таком культурном обществе, в таком высокоинтеллектуальном обществе ему не доводилось быть еще никогда. Он сказал, что эти 20 человек, которые находились в камере, находили в себе силы, чтобы организовывать концерты, лекции. Они себя так развлекали, пока они сидели. Ты представляешь? Вот тебе ничего это не напоминает? Мы когда в школе учились, нам рассказывали про революционеров, которые сидели в царской охранке, да, и вот примерно так же у них это все было. Это реальный рассказ, это реальная история. То есть человек вышел оттуда весь побитый, помятый, его били при задержании, его допрашивали. Вот, и он сказал, что я в таком обществе, мне не доводилось быть никогда. Кто там сидел? Можно представить, да, кто там сидел? Профессора сидели, интеллигенция, нормальные люди. Компания сейчас в стадии подвешена в таком состоянии, что деятельность не ведется, потому что по понятным причинам люди боятся с нами работать. То есть кто-то боится работать из соображений, чтобы не связываться с политикой. Да? То есть на нас черная метка. А кто-то, значит, многие контракты с нами разорвали из соображений безопасности. То есть, взломав нас, они продемонстрировали нашу уязвимость. И вот этим людям, которые перестраховались, их нельзя винить. Я бы, наверное, тоже так поступил. То есть ненадежный продукт без должной защиты, зачем продолжать им пользоваться? Да? Какие убытки компания понесла? Мы не получили эти 1,5 миллиона в 2024 году. Мы потеряли все контракты, которые у нас уже были. У нас было очень много подписок. То есть это ежемесячные платежи, которые приходят в компанию от существующих пользователей. И это не бог весть какая сумма, но в рамках года примерно $120 тысяч в год мы потеряли. То есть гарантированных платежей в виде подписок. Вот. Были разорваны текущие контракты, мы кредитовались под крупные сделки. На момент, когда все произошло, у нас было несколько крупных сделок с крупными торговыми сетями в Беларуси на большие количества и экранов, и на покупку лицензий, под которые мы брали кредит в банке. И когда все случилось, они просто разорвали с нами. Прекратили отношения, и мы Легион 104, когда я говорю мы, да, я говорю Легион 104. Легион 104 остался просто сидеть на складе готовой продукции, которую реализовать стало невозможно в Беларуси. Потому что с нами все отказываются работать, все отказались работать. В основном из-за политики. Бизнес в Беларуси полностью уничтожен. Легион 104 не работает. Больше. А работники уволились. 25 человек было, все 25 уволились. Значит, я немножко должен поправиться. 15 человек у нас было в штате работников и 10 аутсорсеров на аутсорсе. Да? То есть разработчики, инженерия, сервисмены, они были на аутсорсе. Вот, так вот, все работники в штате, они все уволились, конечно. Людей нельзя винить, и они не могут нести тоже ответственность за это, потому что им же надо как-то существовать, где-то зарабатывать деньги. У многих не было никакого запаса капитала за душой для того, чтобы ждать, пока Легион возродится. Да и было понятно, что он уже не возродится. Один сотрудник все-таки получил у нас 3 года условки, химия называется, на дому, он сидит на дому. Да, то есть ему надо отмечаться, быть после 6 часов вечера, по-моему, дома, какой-то режим у него. Да, и получил он это за то, что нашли в телефоне фотографию с протестов. У него был прям такой селфи, где он на протестах сфотографировался. И за эту фотографию, да, ему дали 3 года условно. Значит, что с моим делом? Это я был в качестве главного подозреваемого и следователь,
Мы со следователем были постоянно на контакте, через Telegram мы с ним общались. Я старался как мог помогать следствию, то есть я рассказывал все, что знал. У меня не было причин скрывать что-то, вообще не было. То есть все, что я мог сказать, я все рассказывал, абсолютно все. Вот. Но следователь постоянно меня приглашал в Беларусь, то есть он настаивал на том, чтобы я приехал и дал показания письменно, очно, да, то есть подписал и обосновал. Он говорил, что тебе не надо ничего бояться, ты просто приедь, я тебя допрошу, ты подпишешь, и, значит, на этом все, и мы закроем дело. Вот. Но после того, когда меня «желтые сливы» заочно объявили предателем Родины, я прекрасно понимал, что мне туда ехать нельзя. То есть проще меня посадить и показать общественности, что вот словили преступника, чем «желтым сливам» принести какое-то публичное извинение, что они были неправы. Это было очевидно, это было понятно. Но в какой-то момент в разговоре со следователем мы достигли такого джентльменского соглашения, по которому я ему предложил следующее. Я предложил так: давайте так, Дело в том, что квартира, в которой я жил, она была арестована, опечатана. Это нельзя сказать арестована. Да? Она была опечатана, на ней до сих пор висит, значит, запрет юридических действий, ее нельзя там продать, переоформить. Вот. Но эта квартира принадлежит жене. Она была куплена женой до брака. Я просто с женой жил в этой квартире. И вот на этом основании квартиру опечатали. Мотив, значит, такой, что следователь якобы считает ее, имеет основание считать ее местом преступления. Вот. Хотя он прекрасно понимает, что не я преступник в этой ситуации. Но вот квартиру он опечатал и решил использовать ее как рычаг, инструмент для того, чтобы меня вернуть все-таки в Беларусь, допросить и закрыть это дело. Вот я не могу сказать, какие у него были планы. Возможно, он и действительно собирался просто меня опросить. Я допускаю такое. И в какой-то момент я поверил и пошел на эту сделку. Я предложил ему примерно следующее. Давайте так, значит, приедет наш родственник, тесть, он приедет из Лиды, издалека, пожилой человек. Вы отдадите ему ключи, снимите эту печать. Это мое предложение к следователю. Для того, чтобы мне было хотя бы куда вернуться. Потому что я вернусь, а куда мне возвращаться? Квартира опечатана. Где я буду жить? На вокзале, что ли? Или гостиницу, снимать? Без денег. Вот. Поэтому я предложил, давайте так вот сделаем. Да? То есть, если вы возвращаете нам квартиру, то я возвращаюсь в РБ. Вот. После чего, значит, действительно состоялась встреча. Приехал мой тесть, но следователь отдал только там чемодан какой-то. И опять опечатал. После этого, видимо, обиделся на меня, перестал выходить на связь, посчитав, что я не сдержал свое слово. Вот. Что касается моего видения, я четко понял, что не надо туда ехать. То есть, статус какой? Подозреваемый или свидетель? Меня перевели изначально был статус подозреваемого. Потом, значит, когда следователь понял, что я не приеду, он перевел меня в статус свидетеля. То есть у меня сейчас статус свидетель. Но ты же понимаешь, что переквалифицировать меня это вот так вот. Вот. Тем более с моими признаниями о том, что я выходил в 2020 году, и с моими донатами, там совсем даже не обязательно меня искать какие-то поводы дополнительные для того, чтобы посадить на хороший срок. Когда стало известно о том, что это дело рук Белпола, я, естественно, стал искать с ними контакты. Я нашел их телеграм-аккаунт, написал им в телеграм. Они мне даже ответили, но ответ был примерно следующего содержания. Мы не виноваты за действия властей. То есть мы просто передали видеоматериал, подготовленный Тихановской, для того, чтобы его там кто-то опубликовал какому-то хакеру. То есть они сказали так, что мы передали какому-то no-name хакеру, они даже сами не понимают, какому хакеру, и вот этот хакер опубликовал вот этот материал. Уже позже, они поправились и выступили публично, что это была их
подготовленная акция, что они готовили ее, бог знает сколько времени, там, в течение полгода или года. То есть наблюдали за нами, готовились к этой акции, ждали момента. Вот, и в нужный момент они использовали этот медиаканал для публикации сообщений Тихановской. Вот. А я просил, нет, я требовал встречи с ними. Я несколько раз им писал, я предлагал им встретиться, я хотел узнать, как, что у них вообще, о чем они думали, когда так поступали, когда столько людей оказались на улице и отсидели, пусть эти 15 суток, но это совсем не курорт, далеко не курорт. У людей стрессы, люди пострадали, здоровье положили, их били. А у них акция, получается, прошла. Они отказались со мной встречаться. И я до сих пор хотел бы увидеть их и поговорить о том, что они сделали. Мне понятна их позиция, которая заключается в следующем, что они не в ответе за действия режима, но здесь немножечко страдает логическая цепочка. То есть если вам нужно было сделать эту акцию, несмотря ни на что, и при чем здесь режим? Вы ее совершили таким образом, что пострадала частная компания, пострадали судьбы людей. Вы поломали планы огромному количеству людей. И речь не идет только о моей компании. Ведь наши конкуренты, которые в Беларуси есть, тоже все пострадали. Всех вызвали на допросы, всех обязали прекратить всякие трансляции. То есть буквально сказали закрыть бизнес. Только потому, что они имели возможность публиковать, скажем, рекламу в метрополитене. Я писал в офис Тихановской, да получил тот же ответ. Я писал в офис Тихановской, действительно, просил разъяснить, как же так, то есть что происходит. Вот, и получил такой же ответ. Я получил ответ, что они не в ответе за действия властей. То есть это все режим. И что получается, что сейчас любой человек, который находится в Беларуси, да, может попасть под удар, потому что кто-то решит использовать их бизнес там, или какие-то сведения об этих людях извне, для того, чтобы, для чего это, что, на что это влияет. Донаты зарабатывают люди или что? Как это трактовать? Мы не работаем, мы больше не платим в бюджет денег. И, кстати, на этом основании белполовцы называют меня прикорытником. Я знаю эту позицию, я знаю их позицию, что они называют меня прикорытником. То есть якобы я сотрудничал там с властями, это ерунда все. То есть на таком же основании можно сотрудника завода МАЗ, любого, называть прикорытником, потому что он работает в Беларуси. Так случилось, что я работаю в Беларуси. Мне что нужно было? Как бы остановить весь свой бизнес и как-то там... Что я должен был сделать? Ну хорошо, я, наверное, мог бы себе такое позволить, остановить свой бизнес и обидеться, выехать из страны. Я мог бы себе позволить, у меня были ресурсы, чтобы не работать в Беларуси. А что делать остальным? Потому что вся Беларусь должна выехать, все должны прекратить работу, просто чтобы перестать платить налоги. Это утопия. Так это не будет работать. И нельзя всю Беларусь назвать теперь прикорытниками, просто потому что они живут в Беларуси. Но это очень удобная позиция для тех, кто это сделал, для Белпола. Очень удобно обвинить кого-то, назвать прикорытником и на этом основании сказать, а не надо его жалеть. Не надо жалеть этих людей. Они же работали в компании, которая была прикорытником. Я прикорытник, потому что я платил налоги в бюджет. А иначе как? Невозможно работать в Беларуси, не заплатив налоги. Я написал письмо, да, в кабинет Тихановской, я написал письмо, в котором я постарался изложить суть того, что произошло, и обратить внимание демократических сил на то, в каком направлении они движутся сами. То есть такими темпами из демократических сил очень скоро получатся диктаторские усилия. То есть чем отличается действие Белпола от тех действий, которые происходят сейчас внутри Беларуси? Белпол, бывшие силовики из Беларуси.
Но методы и подходы у них остались все те же. Они абсолютно не задумываются о том, что пострадают люди. И проще было назвать кого-то прикорытником, да, то есть такой штамп, то есть ты прикорытник, тебя можно наказать. Вот, граждане из Белпола, я хочу сказать, что даже прикорытника нельзя брать и наказывать. Нужно разобраться и судить, выяснить все за и против, потом его наказывать. Но также, тем более, что прикорытником можно назвать сейчас любого человека в стране. Он же, каждый человек, который живет в Беларуси, он платит так или иначе налог. То есть помогает государству, помогает действующему режиму. Следуя вашей логике, это прикорытник. И в своем письме Тихановской я как раз-таки об этом и писал. И обращал ее внимание на то, куда они движутся. Как бы ни произошла просто подмена одного режима другим режимом. На письмо я не получил ответ, но я, значит, записался на онлайн, любой человек может записаться на онлайн аудиенцию со Светланой Георгиевной. Я воспользовался этой возможностью, чтобы связаться с ней и еще раз поговорить, еще раз указать на этот эпизод и попросил передать через нее белполовцам, чтобы они со мной связались и согласились встретиться, обсудить этот момент, переговорить. Вот. Она пообещала, что в течение недели они свяжутся, но ни через неделю, ни до сих пор никто со мной не связался. Видимо, я какой-то страшный, ужасный. Почему они? Или незначительный, им плевать. Они вытерли ноги, что дальше? Но мы пробеседовали достаточно долго. Значит, я описал всю ситуацию, я рассказал, в каком положении оказались люди из моей компании, я рассказал, в каком положении оказались наши партнеры, наши конкуренты. И я попросил обращать внимание на те методы и средства, которые они применяют для того, чтобы бороться с режимом. И, на мой взгляд, нельзя бросать вот так вот жертвовать и бросать вот в этот костер противостояния компании, простых людей, игнорируя их судьбы, их планы. Просто на том основании, что они живут, работают в Беларуси. То есть, как говорится, на войне все средства хороши, что ли, так получается. И мы выступили в качестве таких средств. То есть нас просто списали, нас уничтожили. Все. Светлана очень удивилась, когда узнала, что, несмотря на то, что я выходил почти на все протесты, до сих пор на свободе. Вот ее это удивило. И я так понимаю, что она просто на этом основании... Я сейчас понимаю, что это был такой посыл, что не может честный человек в Беларуси ходить на свободе. Да? Соответственно, если я на свободе, значит, я, наверное, достоин того, чтобы меня уничтожили и использовали в своих планах демократические силы, списали там как топливо, как ресурс. Они для того, чтобы ничего мне не объяснять, они для того, чтобы никак не, значит, не... Ведь все эти люди, которые остались в Беларуси, да, они в определенный момент ждали поддержку какую-то. Все оказались без средств, все оказались без адвокатов. Всем нужна была помощь. И вместо того, чтобы ее оказать, каким-то образом выйти на меня, там, попытаться спросить, как там, что с людьми, как им помочь, они просто переквалифицировали нас в прикорытники и на этом основании решили, что помогать нам не надо. Скорее всего, что в какой-то момент они поняли, что случилось и что не надо было так делать. Они осознали. И для того, чтобы отмыться, они просто взяли, переквалифицировали Легион 104, меня вместе с ним, как руководителя и собственника, в прикорытники. Ну, раз ты прикорытник, что тебя жалеть? Зачем им помогать? Примерно так. По логике Белпола,
Вся Беларусь прикорытники. И белорусам надо бояться таких помощников и такие демократические силы. Я хочу, чтобы каждый человек в Беларуси задумался об этом. Стоит ли опираться, стоит ли на таких людей, стоит ли помогать им, и чего стоят их все рассказы, обещания. Это просто будет следующий режим, ничем не лучше существующего. Раз Светлана Георгиевна хвалила Белпол за эту акцию, значит, они действительно считают ее какой-то удачной. Похоронили компанию, частную компанию в Беларуси. Похоронили планы какие-то многих людей. Ведь все жили, работали, планировали развиваться, никто не собирался увольняться, искать другую работу, ходить на допросы, терпеть избиения. Никто, все просто жили и строили свои планы. А прилетело, и в один момент все случилось с подачи вот таких необдуманных действий Белпол и кабинета. Пусть мне кто-то объяснит, как такое могло вообще в голову прийти, как можно использовать, как вообще применять, насколько применимы, правомерны такие методы и действия. За кого мы ходили в 2020 году, кому мы донатили, ради чего, чтобы вот так со мной поступили. Все эти люди, которые работали в моей компании, уволенные в том числе из Тутбай, из государственных органов, мы их всех подобрали. Все, кто к нам обращался, мы брали к себе. И они работали. Они не заслужили такого отношения. Ни со стороны кабинета и Белпола, ни со стороны кого бы то ни было. А теперь давайте послушаем, что же по данному поводу ему ответила Тихановская. Вы когда-нибудь, вот вы говорите, вы были на каждой акции, когда-нибудь привлекались по 2020 году? Я не привлекался по 2020 году, но на меня у них есть все данные. То есть у меня есть инсайдерская информация, что у них все лежит, там показания свидетелей, что я там был. Вот. И за эти 4 года к вам никто никогда не приходил, потому что, это очень странно. Если вы были на каждой акции, у них все есть инсайты, и к вам ни разу не пришли. Но это очень странно, да. А вы белорус по национальности? Да, я белорус. У вас очень такой российский говор. Вот это сейчас 1-1 за упырей вы мне ответили. Нет, просто у вас такой, знаете, такой московский акцент на «о». На «о». Такой вот, да. Это я мимолетом. Хорошо, я передам, конечно, Белполу, и тут просто важно понимать, если у вас, вы так много лет на рынке, возможно, у вас есть какие-то связи внутри этой системы, не знаю, чтобы, может, на самом деле безопаснее вернуться и компанию спасти. То есть, если у вас, там же люди понимают, наверное, что вы ни при чем. Есть возможность поехать, Светлана пообщаться. Георгиевна, да. Я не знаю, я же не знаю ваших отношений с... Нет у меня никаких отношений с ними, никаких подвязок нету. То есть это просто поехать на эшафот. Хотелось бы лишь добавить, что позицию Смоляка мы довели до Тихановской в марте 2024 года во время конференции белорусов и белорусок мира, которая прошла в Праге. Однако она не нашла понимания. Более того, в августе 2024 года во время конференции «Новая Беларусь» в Вильнюсе Светлана Тихановская в своей речи назвала тех представителей демсил, которыми, по ее мнению, нужно гордиться, упомянув ту самую неоднозначную акцию. Я хочу адзначыць, як шмат мы зрабілі за гэты час і за гэты палітычны год. Сярод нас шмат людзей, з якіх можна браць прыклад, якімі можна ганарыцца і якімі можна натхняцца. Такіх, як Вольга Гарбунова з яе камандай, якая запусціла службу «Одно окно». Альбо каманда «Белпол»,
якія першымі расказалі пра раскошныя палацы рэжыму і правялі дзёрзкую акцыю па ўсёй Беларусі напярэдадні без выбораў. Как вы слышали, говоря про эту акцию, Тихановская запнулась. Видимо, в глубине души она все-таки чувствует свою вину. После всего услышанного, как вы думаете, стоила ли эта акция уничтожения белорусского бизнеса, арестов и страданий своих же соратников? Была ли акция действительно великим успехом офиса Тихановской или очередным его провалом, замаскированным под успех? На этот вопрос вам предстоит ответить самим, дорогие зрители. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, если вы находитесь в безопасности. Живи Беларусь!